Уже прошло больше года с момента выхода первой банданы от Кизару и Тейпа, и эта пластинка определенно стала хитом. Ведь о чем может идти речь, если даже спустя год их релиз находится в топе чартов во ВКонтакте? Ее смещают в основном релизы, которые вышли не так давно. В соцсетях у артистов люди их упрашивают, чтобы они поскорее дропнули продолжение. И давайте поговорим о том, а какая же все-таки будет вторая часть банданы. Сможет ли она повторить успех первой или хотя бы обогнать пластинку Моргенштерна Last One? Лайк, подписка, колокольчик и напишите в комментарии, что лично вы ждете от второй части банданы. Будет интересно почитать. Лично я в шоке от второй банданы, и вот почему. Как я уже и сказал, первый альбом артистов до сих пор находится в чартах. Многие треки оттуда хорошо стримятся, а значит торопиться с выходом особо не имеет смысла. Ведь зачем выпускать продолжение, если и первая часть идет хорошо? После релиза артисты почти сразу сказали, чтобы слушатели готовились и ждали продолжения. Многие ошибочно полагали, что выйдет вторая часть в ближайшее время, через пару недель или месяц, но увы, все это затянулось уже на год. И максимум мы видели сниппеты со второй части. Полили артисты биты и уже готовые демки. Например, еще до выхода первой части Егор и Олег провели эфир, где слушали несколько битов, которые, вероятно, реализуются в полноценные треки. Также на этом эфире они говорили, почему переносилась первая часть банданы. И там артисты сказали, что они очень долго ищут компромисс в плане звука, чтобы их обоих устраивал результат. Чуваки, просто работа идет, так как два артиста, работа над звуком идет более продуманно и серьезно. Ну, что-то Егору не нравится, что-то мне не нравится. И надо искать, типа, компромисс. Также, скорее всего, и происходило со второй частью. Мало ее было просто написать, нужно было еще и свести все треки, да так, чтобы все это звучало гармонично и нравилось Егору и Олегу. Но впоследствии уже в середине 22 года вторая бандана была уже готова. Еще в феврале до военного конфликта Тейп находился не в лучшем своем состоянии. Артист рассказывал про депрессию, но дописывать материал все-таки было нужно, ведь фанаты не могут ждать вечность. На этом же эфире он рассказал, что скоро все будет готово и бандана 2 выйдет в ближайшие месяц-два. Но потом вы понимаете, что случилось и почему артистам пришлось перенести свои релизы, альбомы на неопределенный срок. Я хочу, чтобы мы доделали бандану в этом месяце, чувак. Я отдать ее. Очень много дел, которые нужно сделать. Выпускать бандану 2. И я понял то, что я должен находиться в правильной форме для того, чтобы доделать вторую часть. Время шло, и максимум, что показывали свои артисты, так это отрывки своих демок. С некоторыми выступал даже Big Baby Tape на своих концертах. Например, трек Windows. Сперва сниппет появился у Кизара в инсте, а после на одном из концертов Tape с этим же треком и выступил. Трек прям мощный, он один из тех, которые я загоню к себе в плейлист прям 100% на долгое время. Есть в нем какой-то такой, знаете, прикольный вайб. И я не один такой, судя по тем же просмотрам на перезаливах этого сниппета, да и комментариям, люди прям ждут этот рычаг. Вообще, судя по тому, что мы имеем, артисты определенно смогут дропнуть громкий релиз. Даже если прикинуть, что на второй части будет, также по меньшей мере 10-14 треков, и включать они будут те сниппеты, что показывали Олег и Егор за все это время. Плохо зайти по стримам альбом просто-напросто не сможет из-за хитовости этих самых сниппетов. Есть еще один фаворитный тречок, который мне нравится и который все ждали еще на первой бандане. Он носит название Baby Walker. Артисты в какой-то из дней стримили и услышали мелодию из фильма, которую они решили взять за основной сэмпл и написать трек. Вчера мы говорили с Богом, он меня не понял. Я сказал вам много, но остался недопонят. Этот отрывок после выкладки сразу подхватили и вовсю начали форсить в ТикТоке. Определенно, если вы вдруг не видели это на Ютубе, хотя сниппеты набирали миллионы просмотров, то как минимум в ТикТоке вы точно могли наткнуться на него. Этот трек, ровно как и Windows, будет одним из фаворитов на альбоме, которые будут тянуть его вверх в чарты. Реализовать сэмпл у Егора и Олега получилось хорошо. Проблема их сниппета в том, что слушатели ошибочно принимают их за вырезки со второй банданы, хотя ошибочно полагают, что все, что они показывают, это вырезки со второго альбома. Например, вот вам еще один сниппет, который носит название пока что Right Now, и он будет тоже на второй бандане. Здесь есть и голос Олега, и голос Егора, что доказывает теорию о том, что это сниппет с альбома, а есть сниппеты, в которых есть только один Кизару или один Тейп, и люди ошибочно полагают, что это тоже со второй банданы. Есть, например, старый сниппет Олега на трек, который будет, скорее всего, называться «Мне это не нужно». Этот отрывок тоже хорошо форсится в ТикТоке, но, к сожалению для Олега, демку этого трека уже слили не так давно. Хотя этот трек войдет не в бандану, а скорее всего в новый сольный альбом Кизару, который артист анонсировал не так давно. Делай трек, чтобы согреть им душу, предавать своих
кентов, мне это не нужно. Трек тоже хороший, меня он почему-то погружает в вайб 15 года, когда Олег дропнул свой трек «Никто не нужен». Звучание, конечно, разное, это факт, но сам посыл в тексте чем-то сходится с посылом трека 15 года. Может быть, я один так думаю, можете сами написать свое мнение в комментарии, на этот счет будет интересно посчитать. Иногда я хочу побыть один, и мне никто не нужен. Что мы имеем? Несколько сниппетов и все они потенциальные хиты на альбоме. И по сути все. Только недавно Кизару в сторис говорил, что он хочет выпустить альбом, но не может из-за причин с лейблами. Мол, альбом уже давным-давно готов, но где его дропать, непонятно. Я уже в прошлых роликах говорил, что лейбл Sony ушел из России, а первую бандану парни выпустили как раз там. Я думаю, что ждать альбом стоит в первом квартале 23 года. Если так посудить, пройдет тройка-другая месяцев с момента выхода сольного альбома от Олега, который артист анонсировал на конец ноября, а вот уже в новом году стоит ждать продолжения банданы. Егор тоже не стоит на месте, хоть артист давно обещал уже выпустить альбом Love Layer, но все почему-то он дальше переносится. Тем не менее, на ноябрь он анонсировал сингл. Я же не сумасшедший заказывать еду по full прайсу. Хорошо, что существует телеграм-канал Халява от Моргена, где на постоянной основе сливает кучу промокодов. И прямо сейчас там можно взять промик и получить бесплатную подписку на ВК-музыку до конца года. Можно найти купоны, сделать заказ в 2-3 раза дешевле, а то и вообще за бесплатно. Потратив всего несколько минут, я нашел промокод и сэкономил на покупке. Халява от Моргена, ссылка в описании. Ну что у нас по конкурентам? Единственные конкуренты банданы второй, как мне кажется, их всего 3. Это Алишер с альбомом Last One и Miyagi Эндшпиль с их последним альбомом Hattori. С Алишером все понятно. Треки с альбома совсем недолго продержались в топе чартов, и вот уже все треки полетели вниз. Сейчас в 115 находится трек Шейх, ну и то, вероятно, когда вы смотрите этот ролик, трек уже упал намного ниже. Хотя, несмотря на это, в альбомном топе чартов Last One находится на втором месте. Перед ним только альбом Hattori. Ходят слухи, что, мол, из-за того, что Моргенштерн иностранный агент, его максимально сильно пытаются затопить отечественные площадки, не давая ему промо и сбрасывая его с топов чартов. Зная, как у нас работает система этих самых чартов, и что буквально любой человек, у которого есть пару сотен тысяч рублей, может в этот самый чарт попасть, будет неудивительно, что альбом реально топит, а не просто потому, что Алишер как медийный персонаж устаревает. Хотя доля правды с версией про инагента все-таки есть. Чтобы не получить там уже ВКонтакте от верхушки, они специально погружают треки инагентов вниз. Белый парень в белом платье, в игре все как Шейх. Белый кидем фаген миллион. Короче, альбом у него зашел слабо. Если судить чисто по цифрам, то на официальном плейлисте сейчас больше 15 миллионов прослушиваний. Что по сути много, но не так много в сравнении, например, с тем же альбомом от Miyagi Эндшпиля, у которых пластинка всего на 6 треков и вдобавок не было по сути никакой рекламы. И за меньший период ему удалось набрать уже чуть больше 11 миллионов стримов и довольно основательно закрепиться в топе чартов по трекам. Сейчас весь топ-6 во ВКонтакте состоит из 6 треков этого дуэта. В общем, у них динамика роста прослушиваний заметно выше, чем у Алишера. Хотя они вообще даже не стараются хоть что-то сделать для привлечения внимания. То ли это потому, что кальян и рэп более востребованы у слушателей, то ли это из-за того, что редкий выпуск треков у этого дуэта создают такой вот эффект бомбы, что буквально что-то от них услышать — это праздник. Мне показалось, что альбом Miyagi Эндшпиля не такой интересный. Скорее всего, это из-за музыкального вкуса. Я понимаю, кто потенциально является их слушателем, но, увы, я в их число не вхожу. Легкий силуэт, за ним как псих бродил ночами, меня нежно обнимай. В общем, единственные, с кем могут конкурировать Кизару и Big Baby Tape в плане статистики, так это Miyagi Эндшпиль. Единственное, в чем выигрывает второй дуэт, так это, наверное, в том, что у них все-таки более международная аудитория. Несмотря на то, что по сути все их треки на русском языке, есть у них трек I Got Love, который слушают даже на Западе. Клип на этот трек вышел еще 5 лет назад, и за это время его посмотрели уже 700 миллионов раз. Насколько я понимаю, этот результат является рекордом среди русскоязычных исполнителей, да и в принципе, если так судить, это в любом случае очень много. Даже на Западе многие артисты не набирают таких цифр, за что в принципе можно и похвалить Miyagi Эндшпиля. Окутала меня, окутала, ты будто мой сорт, марихуана, небо в алмаз. Будем ждать новой инфы по альбому. Мне кажется, когда Олег выпустит свой сольный альбом, то после этого начнется плотный прогрев ко второй бандане. Можете сейчас написать в комментарии, ждете ли вы вторую бандану и какие у вас вообще мысли насчет нее. Будет интересно почитать. Лайк, подписка, колокольчик. Меня зовут Дмитрий Толченов. Пока.